Эй, бро, сваливай из дома срочно! У тебя арест! Тим, слушай, а можно у тебя в окно вылезти? Зачем вылезать? Сейчас я открою... О, господи! Ух. Джон! Больше я этой ошибки не повторю, ни в коем случае! Стойте, ребят. Вот они. Двоих порешать, Джона повязать. Ой, Лолошка, скажу честно, в мои планы никогда не входило твое возвращение. Уж прости, я даже твоего побега с острова не ожидал. Фраза GDH, которая заставила утопить всю мою мотивацию на спасение. Это фиаско, это провал. Давайте расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в, походу, действительно последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы не выберемся. И это уже, скорее всего, 100%. Друзья, каждая серия сейчас это сплошные эмоциональные качели. В хорошем смысле, конечно, но именно предыдущая серия самая показательная качели, самая эмоциональная качель. Не-не-не-не-не, нам не пригрозили, не попытались сделать больно. Я думаю, что нас вообще не хотели как-то задеть. Вряд ли это было в интересах GDH, но нам сделали плохо иначе. Хватило пары фраз. Первое. В мои планы не входило твое возвращение. Но ты не переживай, в этой реальности тоже круто. То есть якобы все эти попытки мне помочь были одним сплошным фарсом и обманом. Обманом не только меня, но и получается Акетры, Джодаха. Так и ладно, если бы так, но они-то об этом не знают. Они все еще думают, что GDH что-то там пытается сделать. И вторая фраза. Для открытия портала нужна заявка и одобрение двух владельцев масок одновременно. То есть даже если бы портал не был сломан, у меня была маска, это все равно означает, что я бы все равно не смог вернуться. У меня нет второго одобрителя. Джон явно дал понять, у него планы на мою реальность, и в эти планы... Лолошка не входит. Короче, давайте я тезисно опишу предыдущую серию. Сломанный портал, фрактальная проекция Джона через остатки этого портала, закопанные шансы на спасение и понимание, что у GDH планы на меня были задолго до нашего знакомства. Цитирую. «Ведь так всегда было. Даже в том идиотском сне, в котором я тебя нашел. Принцессы, замки, драконы. Такой бред». Здесь GDH явно намекает на сезон «Голос времени». Там и принцессы были, и драконы, и сны. И ведь именно в «Голосе времени» мы получили меч путешественника. Меч, владельцем которого как раз является Джон. Мало ли кто-то не помнит, но меч Джон себе вернул в конце сезона 13 огней. То есть вот, он его берет и все. Так, короче, на фоне всего этого пережитого, на фоне всех этих познаний, к этой серии я уже на самом деле немного готов. И нет, это не прокликать Ричарда, не посмотреть время, это увидеть его. Тим прямо за дверью. Интересно. Тим, здорово. Ло, наконец-то проснулся. Я уже устал тебя ждать. И тебе доброе утро. Да, доброе утро. В общем, блин, даже не знаю, как начать-то. Я хочу с тобой кое-чем поделиться. Только пообещай, что никому и никогда не расскажешь. Даже Дилану, даже маме и папе. Обещаешь? Шо? Нифига себе начало. Обещаю. Обещаю без вранья. Я не могу такого обещать. Но обещаю. Хорошо. Тогда пойдем за мной. Так, это действительно что-то необычное. Я не то чтобы частенько у тебя в комнате заявляюсь на самом деле, а так, чтобы ты меня еще и позвал. Все, тихо, Ло. Дай свой телефон. Ну... 2, 5, 6, 7, 6, 8... Да не номер, сам телефон. Чего? Тим, зачем? Да, не волнуйся, Ло, это ненадолго, правда. Я просто выключу на время, потом верну. Ой, нас точно прослушивают. Блин, дай телефон. Ладно, держи. Ничего, Ло, буквально через минуту ты поймешь. Сейчас. Что? Господи, я пойму, что такое? Хватит болтать, садись. Сажусь. В общем, эту пленку мне принес человек, представившийся моим дядей. Ой, Тим, зачем ты шепчешь? Тише. Пожалуйста. Хорошо, буду тише. Угу. В общем, этот человек очень торопился. Передал мне пленку и быстро убежал. Сказал только, что это от отца. Отца не стало, когда мне было 6. Все говорили, что он погиб в аварии, но
Когда мне исполнилось 18, пришел этот человек. К пленке была приложена записка. Сейчас. Вот, держи. Ну-ка. Тим, привет. Это твой папа. Если ты читаешь эти строки, значит я уже давно мертв. Знай, малыш, я умер за правду. Я узнал очень важную тайну. Сейчас, когда я пишу тебе это письмо, ты еще совсем маленький. Но ты подрастешь, прочитаешь эту записку, посмотришь эту пленку и поймешь своего старика. Прошу тебя, Тим, будь осторожен и никому не показывай эту запись. Не повторяй моих ошибок. Я верю в тебя, малыш, и знаю, что ты сможешь найти способ продолжить мое дело. Донеси людям правду, если будет еще не слишком поздно. Он всех их контролирует. Береги себя, сын. Папа очень тебя любит. Да, все, ладно, хватит. В общем, а сейчас я тебе покажу, что было на той пленке. Так вот, я, если что, оцифровал пленку. Этот ноут без сетевой карты изолирован от всех сетей. Так что это безопасно. На, смотри. Наконец-то я рад объявить проект «Вселенские каникулы» открытым! Да-да-да, спасибо. Конечно же, я понимаю, в основном за проект нужно благодарить меня, но так и быть, друзья. Слово генеральному директору GDH Company Джоди Арист. Ага. Во-во, смотри, прямо сейчас. Спасибо, Джон, спасибо, дорогие инвесторы. Я рада, что Рада, что GDH Company наконец открывает свой самый амбициозный проект. А, ты видел? Ты сейчас это видел? Да видел, я видел. Большое спасибо. Это все благодаря гениальности Джона и нашей с вами совместной работе. О, браво! Да, спасибо большое. А теперь слово мэру Хэнфорта. Так. И что же будет? О, мэр, кстати, первый раз. Да, благодарю. Я очень рад, что наша инновационная А, вот, видишь? Простите. Рад, что остров, обеспечивающий безопасность Вселенной, наконец-то запущен. Наши усилия ради безопасности всего космоса полностью себя оправдали. Конечно же, все благодаря Джону, который все это организовал. Ой, ну что вы, друзья. Без наших замечательных инвесторов ничего этого не... Ну, ты видел? Ты понял, что сейчас увидел? Ну, да, получается, Джоди и мэр автоматоны. О, вот именно! С момента этой записи прошло лет, 20, наверное. А Арис за это время вообще не изменилась. Понимаешь теперь, почему я все это время пытаюсь доказать, что правительство — это, долбаные автоматоны? Лолошка, я не могу показать людям это видео. Это конфиденциальная пленка, за распространение которой меня могут посадить в тюрьму. И там меня убьют. Прям как папу. Все, что я могу сейчас сделать, это, распространять правду. Но другими способами. Это все за папу. Так, ладно, теперь надо все убрать. Спасибо, что помог мне с монтажом, Лолошка. Да, с монтажом. С монтажом помог. Так, подожди, то есть получается... Если про монтаж я сказал на всякий случай. Кстати, вот, держи свой телефон. Да, точно. Ой, стой, сейчас еще кое-что, погоди. Так, забыл тебе передать. Вот, возьми это. Что это? Отвертка, что ли? Ага, дарю. Мне если еще она все равно больше ни к чему. Ведь я-то понял, что мне не нужно отличать их. Хе-хе-хе. Неважно, человек или автоматон. Главное, что у него на уме. А вот что у них там на уме, отвертка, увы, не покажет. Стоп, Тим, а ты не думал использовать ее на мэре для доказательства, не? Так а кто же мне к мэру подойти даст, гений? Не-не-не. А про Арис так и никто и не поверил. Ну ничего, главное, что ты поверил. Ладно, иди, пора завтракать. Я пока тут приберусь. Подожди, серьезно? Ты же... Дилан? Так, окей. Подожди, ты подслушал? Эй, бро, сваливай из дома срочно. У тебя арест. Мы с Солусом уже едем. Вот же ж... Чё у тебя? Что такое? Тим, слушай, а можно у тебя в окно вылезти? Ты чё? Зачем вылезать? Сейчас я открою... Так. Джон! Сколько лет, сколько зим! Эй, Лолошка! Отвертка! Используй отвертку!
А, черт, Ло! Какая к черту отвертка? Автоматонская Джоди Арист сгорела у меня на глазах. Ну ладно. Результат положителен. Ага, то есть получается это тоже автоматон. Чего? То есть я лично без охраны к нему явилась, а он с порога сразу про работу? Ну нет. Больше я этой ошибки не повторю, ни в коем случае. О! Да убеди Джоди, что она автоматон. Джоди, пожалуйста, подожди буквально секунду. Ах, ну чего ты хочешь в этот раз? У тебя никогда не чесалось под подбородком, чуть левее и ниже. Что? Ну, что-то я устала. Лучше пойду посплю. О, господи. Значит, у этой был предохранитель. Интересно. Это, блин, что это было сейчас? Стоп, погоди. Она сказала... Джон? Стоп. Тим, не делай глупостей, успокойся. Все уже знают, что я не GDH. Спроси хотя бы у Клео. Мы, если что, просто похожи. И Арис как раз таки уверена, что я Джон. Ладно, я верю тебе. Да и тем более видно, что ты не заодно с ней. А можно мне обратно в мою комнату, а? Да, конечно, извини, иди. Все, идти? Закончили? А я могу пистолет взять? Нет, я не могу взять пистолет. Ладно, это подарок, как говорится, пока не... Ложка! Что, ребята, вы чего? Действительно, а чё это мы? Пойдем завтракать, вроде ж все как обычно. Ребят, пойдем. Что? Ричард? Что? В смысле? Ладно, вообще так уже было, так что... Как это уже было? Да я просто имел в виду, Джоди Арист уже приходила. Правда, тогда она приходила к Ричарду. Да, ребята, чё вы все еще тут стоите? Хватит, да ладно же, все же нормально, все в порядке. Нет, это какой-то бред. Все не в порядке. Да, алло, зачем она приходила? Зачем тебе приходила Джоди Арист? Ой, а вы-то, блин, как думаете? Точно. Ты же смыл свой грим. Кстати, а зачем? Тебя же все за GDH будут принимать. Ложка, если что, не смотри на меня так. Я никому не говорил. О, боже мой, ребята, я вас умоляю. Давайте просто пойдем позавтракаем, а? Да, я вот не против. Пойдем. Девчонки, присоединяйтесь. Эй, Лолошка, скажи, у тебя точно все в порядке? Скажем так, да. Ой, ладно. Тогда я просто не буду лезть с расспросами. Пойдем завтракать. Вот, ребят, делайте по-умному. Джоди просто пришла и ушла. Просто Эй, пришла. это они еще про мафию не знают, да? Ричард, ты нахрена это... Про что еще раз? Ричард, бога ради, зачем ты это сказал? Да, знаешь, мы просто однажды в мафии играли Так, все, стоп. Нет, можешь не выдумывать. Я лучше просто поступлю как Клео. Пойду позавтракаю. А ты, Лолошка, если тебе все-таки реально нужна будет какая-то помощь, ты обращайся. Всегда обращайся. Ребят, может все-таки реально пойдем позавтракаем уже? Не? Да. Ну, кстати, да, для Клео и Брай вот этот поход-приход Джоди Арист первый. И мы понимаем, что, оказывается, автоматонов Джоди Арист уйма. Их очень много. Ну, то есть, как минимум, больше одной. А также мы понимаем, что у J Company есть явная ненависть к Джону, к GDH. Честно говоря, взаимно, ребята, мы могли бы сработаться. Я не Джон, но вы, наверное, не поверите. Так, на самом деле, если есть что поесть, то было бы прикольно. Ух ты, все реально кушают. Брай, Не-не-не, нет. Я не хочу знать, нет. Я просто сижу. Я просто ем. Я просто думаю о своих вещах. Но если это как-то касается Дилана, я волнуюсь за него, честно. Как подруга, да. Между нами ничего нет, если что. Надеюсь, ты понимаешь, что нельзя подвергать его опасности, Ло. О, блин. Заговорил, называется. Да, конечно. Дилан сам справляется с тем, чтобы подвергнуть себя и других опасности. Слушай, если ты переживаешь за него, как подруга, то спроси его сама. Я-то тут при чем? Я никогда не подвергну нашего Хику опасности. Брай, тебе не о чем волноваться. Слушай, так спроси его сама. Я-то тут при чем? Я спрошу. Вот я возьму и спрошу. Да. Возьму и спрошу. Вот возьми и спроси. Глен, спасибо большое, что дальше не стал мусолить эту тему.
Знаешь, а ведь благодаря всей этой суматохе я впервые за долгое время снова со всеми завтракаю. Ладно, если серьезно, то задолбал ты постоянно какой-то кипиш поднимать, Ло. Задолбал. Я просто представить не могу, каково вам с Ричардом постоянно ощущать отголоски острова на себе. Но рыться в этом я не буду. Я же обещал. Так что... Главное, не увлекайтесь этим. И не попадите в больше неприятностей. Конечно, конечно, мы самые аккуратные, не волнуйся. Ричард, ты-то что скажешь? Ой, блин, Ло. Знаешь, иногда я пытаюсь представить, что же еще с тобой может приключиться. Ты пропал, не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Я места себя, блин, не находил. А сегодня эта Арис снова к нам заявилась. Ты реально думаешь, что сообщения от Дилана мне достаточно? Я, конечно, сам попросил, чтобы меня ни во что не ввязывали, но... Это же не значит, что мне пофигу. Я переживаю, Ло. Ты, кстати, как? В порядке хотя бы? То есть, ну, типа, все точно нормально? Да... Ой, я, короче, кажется, понимаю теперь, как себя чувствует моя мама. Только не спрашивай, не надо, ешь давай. А то снова на сутки исчезнешь. И кто знает, где ты, как ты. Ой, задолбал, Ло. Приятного аппетита. Спасибо. Кстати, насчет еды, действительно, нужно поесть, а то у меня сытость просто минимальная. Так, а здесь подворовать что-то можно? Например, вот конфетки. Ой. Хе-хе. Спасибо. Я помню, что раньше я воровал примерно 1-2 еды в день, и никто не замечал. Поэтому давай-ка вот что сделаем. Это мы возьмем, это мы тоже возьмем. Никто ничего не сказал, это хорошо. Обязательно кушаем, и все, замечательно. Тим? О, слушай, Ло, я так понял, ты использовал ее, да? Ты использовал отвертку? Да, это правда. О, я же говорил, что она работает. Слушай, ты если что, извини, но я о таком обязательно расскажу. Это же прямое доказательство того, что я все это время был прав. Но, честно признаться, это было крипово. Очень надеюсь, что в 3-й раз я с ней не пересекусь. У меня пока что нет эффективного оружия против таких, как она, автоматонов. И, кстати, пожалуйста, про пленку никому ни слова. Ребята, наконец-то! У меня есть доказательство, что я прав. Да, Тим, конечно. Классика, классика. Кстати, а вы же поняли, почему мне вообще Тим что-то рассказал? Потому что у меня с ним отношения, доверие. Не зря я все-таки со всеми прокачал это самое отношение. Клео? Слушай, я честно не хочу вторгаться в твои личные дела, но... Я действительно за тебя переживаю, Лолошка. Пойми... Обещай, что ты будешь себя беречь. Ладно, ты, наверное, заметил, что у нас в хаосе все делятся планами, а ты вот постоянно пропадаешь. Еще и визиты Арис. Это же... Что ты, кстати, делал в комнате Тима? И чего это он такой взбудораженный? Только не говори мне, что ты как-то подбодрил его шизотерапию. Он и так нестабильный последние дни. Хорошо, что его в психушку не упекли. Он закрылся в себе, ничего никому про эту Рокси не рассказывает. Я очень злюсь на эту автоматоншу. Совсем нашего Тима ломает. Так, ну понятно. К нам кто-то должен прийти? Ладно, ребят, я открою. О, черт, мне это не нравится. Мне чертовски это не нравится. Стой, Клео. Нет, мне это чертовски нравится. Хе-хе-хей, Дилан! Та-та-та, ты погляди, какие красавчики здесь. Дилан, Саймон Сол. О, Дилан! Мистер Солус? Да, привет, Клео. Да, здравствуй, Клео. Вы давайте, проходите. Мы как раз завтракаем. Нет, Клео, прости, но мы спешим. Зашли за Лолошкой. О, это из-за Арис, да. Да, Клео. Блин, все же будет хорошо, скажите. Все будет хорошо. Конечно, Клео, не стоит переживать. Ладно, я поверю вам, мистер Солус. Эй, а чё даже не зашли-то? Я все слышал. Удачи вам, ребят. Спасибо тебе, Ричард. Лолошка, за нами. Пока, Ричард. Что-то как-то все резко, нет? А сказать пока? Давайте, ребят, удачи вам. Реально? Ну ладно, на самом деле мы прекрасно осознаем, что Ричард все понимает, поэтому и не лезет. Ему это не надо. Так, все, садимся. А теперь, Лолошка, рассказывай, что случилось? Ну там Джоди Арист, отвертка. Я не знаю, буду ли я рассказывать сейчас про пленку от Тима. Понятно. Тогда едем в гости, так сказать, проводить диагностику. Эй, Соус, ты серьезно? А если там будет настоящий Арист?
Дилан, а это что, по-твоему, какая-то искусственная? Ай, да блин, хорош прикалываться. Стоп. Да ну. Типа, настоящий Джоди Арис никогда и не существовал. Мы на месте. До сих пор не оставляет ощущение, что меня предали. Ах, никак в толк не возьму. Как у Джона язык повернулся назвать меня вещью. Но, ладно, я уже все равно для себя решил. Раз для него я вещь, то я буду живым для кого-то еще. Например, для своих собратьев-автоматонов, конечно же. Собратьев-автоматонов? Так, погоди, я правильно понимаю, мы же сейчас приехали к Джоди Арис? И как я понял, настоящий Джоди Арис не существовало никогда? Так. Замочек. О, хорош! Что ж, друзья, пойдем поможем бедной Джоди наконец осознать всю тяжесть бытия. За мной! Как его подкосило, а? Ай, надеюсь, отпустит. Я вот не представляю, смог бы я выдержать, если бы ты меня назвал вещью. В смысле, ладно, пойдем. Да уж. Ты не вещь, Дилан. Ты самый умный автоматон, благодаря которому двигается сюжет. Это правда. О, забавно. Что? Что именно забавно? Перед нами тоже автоматон. Только вот акула. Ха, ну да ладно, пойдем. О, совсем спятил. Так, а погоди, а что такого? Я верю, что та акула-автоматон. Ну, типа, животные же были. Эй, спящая красавица! Ау! О, а вот и она, наша спящая красавица. О, ну разве это не прекрасно? Невинное дитя спит, потому что простая мысль способна поломать ее нежные алгоритмы. Джон, был ты богом или просто ребенком? Слушай, Ло, у него крыша едет, я тебе говорю. Эй, Дилан, я вообще-то все слышу. Ну дай ты старику выставить свое горе на показ. Зачем ты это делаешь? Зачем все портишь? Прости, Солус, я не... Да, все, тихо ты. Вы лучше скажите, как с Джоди поступить. Так, а подожди, стоп, а какой смысл? Если мы сейчас ее сотрем... Нет, я понял! Это действительно та самая Джоди Арис, которая была у себя в пентхаусе на острове. То есть, получается, мы понимаем, существует всего лишь две Джоди Арис. Вообще, чисто теоретически, если некому следить за этой Джоди, то она никогда не проснется. Да пускай спит дальше, пойдем отсюда. Слушайте, а может быть Джоди может помочь нам в борьбе за права автоматонов? Я придумал, стереть ей воспоминания и пусть учится жить заново. Так, ну, первое и третье как будто такое, типа, конечное. Что насчет борьбы за права автоматонов? О, хорош, Ло. Отличную ты мне идейку сейчас подал. Попробуем. Ну-ка. Джоди, здравствуй. Подожди. Все это время. Все это чертово время. Да, Джоди, понимаю, паршивое чувство. Но познавательное. Теперь я, кажется, понимаю, о чем ты говорил со сцены, котик. Зачем вообще все это было? Все эти годы. Если что, вопрос риторический. Ты не Джон, верно? Нет, я рад, что вы это поняли. Очень жаль. Уйдите, пожалуйста. Я хочу побыть одна и подумать. Что ж... Черт. Ребят, наверное, все-таки действительно пойдем. С Джоди все будет хорошо. Точно? Подожди, а вот так взяли и поверили? А ты что-то сделал? Просто он прикоснулся к ее голове, и я не понял, он что-то в итоге нажал другое? Или... он просто ее включил? Вряд ли он прям просто включил. Дело в том, что Саймон Солус, это, помните, автоматон, который может проходить в любую сеть. И если он что-то ей там Стойте, ребят. Вот они. Двоих порешать, Джона повязать. Что же вы такие неугомонные? Ты, ой-ой-ой, по нему стреляют! Господи! Господи Иисусе! Тебе не стоит. О, что это у него? Впервые вижу такое применение частям автоматонов. Импланты. Ха. Это точно не работа Джона. Точно. Чего?
Евсей вставлял себе импланты автоматонов? Да, я займусь им. Но диагностика будет чуть более, скажем, грубой. Обалдеть, я в шоке. Вот что значит автоматонская сила, которую используют... А, ну да, даже Дилан офигел. Ну, знаете, Саймон Солус был похож на такого автоматона, который может такое сделать. Это правда. Я никогда не отрицал. Тихо, Ло. Если эти двое очухаются, сами уберутся. Так, Дилан, побудь сегодня с ложкой, а? Завтра я вас навещу. Ладно. Ло, если что, можешь больше не волноваться. Больше тебя Евсей точно не побеспокоит. Как и другие мафиози. Что ж, пора ехать на диагностику. Трэш. Ло, подойди сюда. Я прям дар речи потерял. Типа, это капец. Блин. Ну ладно, тут вроде недалеко топать. Фу. Сейчас, да, я немного почилю, а потом пойдем. Так. Хорошо. Я честно, вот клянусь, никогда бы в жизни не подумал, что в сезоне будет вот такая сцена. И уж тем более, что в ней будет участвовать Саймон Солус. Это вообще что-то невероятное. Только вопрос, а сколько тебя ждать-то, Дилан? А, просто нажать надо было. Пойдем. Пойдем. Слушай, Ло, если что, если верить Марло, Евсей — глава самой влиятельной группировки в городе. А Джоди — глава самой влиятельной корпорации. Почему они действуют вместе? Так, а вроде бы все просто, потому что Евсей спонсирует проект автоматонов. Я видел запись, где Джоди и Евсей присутствовали на церемонии открытия острова. Подожди, я мог найти какую-то запись, где Джоди и Евсей присутствовали на церемонии открытия острова? А когда я мог это найти? Ой, Дилан, очевидно, они связаны, потому что Евсей крупный инвестор в J Company. Тут же все просто. Джон нужен им обоим. Да, кстати, ну вот, то самое, он же инвестор. Ну, вообще, да, вроде бы логично. Ой, надеюсь, Солус не убьет его. Так, ладно, все, надо о другом думать, надо думать о другом. Как минимум, нужно думать, как попасть тебе домой. Я придумаю как, я сделаю это, Ло. Хе-хе-хе. Пусть я этого и не увижу, но я очень хочу, чтобы ты стер самодовольную ухмылку с лица GDH. Очень хочу. Эй, Ой. кого я вижу? Дилан. Брай, прости, не сегодня. Не-не-не, Брай, это никак не связано с тобой. Но, поверь, наша встреча — это не менее важно. Ладно, все в порядке, но ты пиши хотя бы. Да. Фу, блин. Ладно, иди выспись, ложкой. Все, я пошел. Давай, удачи, Дилан. А, трэш. Ну что за серия, ребят, что за серия? Причем, ладно бы просто серия, но нет, серии друг за другом подряд. Не уверен, хочу ли я этого сам, Дилан, но я не подведу. А вообще, я, кажется, кое-что знаю. Знаю теперь, кто я. И я знаю, как достать маску. Надо написать об этом Дилану. Чё? Боже, что за серия? Как ты, черт возьми? Так, ладно, мысли Лолошки — это самые интересные мысли. Ну-ка. Неважно, кем я был в прошлом. Сейчас я Лолошка, который любит своих друзей. Поэтому я должен вернуться и не дать этому чертовому Джону превратить мой дом в то, что он сделал с Хэнфортом. Я Лолошка. Никогда бы не подумал, что я Лолошка будет звучать не сухо. Хотя бы не сухо. Окей. Что ж, я Лолошка. Я не чей-то клон. Я не пытаюсь быть похожим на кого-то другого. Я есть Лолошка. Единственное, я про маску не понял. Дилан, я понял. Мне нужен еще один сеанс гипнотерапии. Я знаю, где искать маску. В своем сознании. Стоп. А ведь и правда. Как все это время доставал GDH свою маску? Он же ее доставал вообще из ниоткуда. Теперь я начинаю понимать, что сила GDH идет из его самоосознания. И по сути, если я хочу добиться какой-то силы, то мне тоже нужно самоосознать самого себя. Так, окей, я напишу об этом Дилану. Я понял, мне нужен сеанс гипнотерапии. Что? Ну ладно, гипнотерапия, я смогу это устроить? Я не подведу тебя, Ло. Супер. Только единственное, как мне сделают гипнотерапию, если Линда отказывается? Может быть, за какую-то солидную сумму? Деньги? Деньги.
У меня даже на обычный сеанс не хватает. Он стоит 5000. Короче, я вижу, как серии все больше и больше нарастают. У меня ощущение... Вот, ребят, я клянусь. У меня ощущение, что следующая серия будет финалом. Сори, конечно, что я сейчас это говорю, но я всегда пытаюсь делиться своими мыслями, и у меня стойкое ощущение, что вот все. Ну дальше уже тупо некуда. Ну финал. Только мне непонятно, как этот финал должен выглядеть. Типа, если я... Он сказал, что это не менее важно. Ты понимаешь? Это значит, что я все-таки важна для него. Да, ладно, вообще мне снимать видео пора. Ну, блин, я не могу. Я так рада. Так, сценарий. Окей. Ух ты ж, блин, ты погляди, как тесто бьет. Зачем ты тесто ножом бьешь? Так вот, я хотел сказать, что мне непонятно, как будет выглядеть финальная часть этого сезона, если я не могу вернуться, и даже если я себя самоосознаю и у меня появится маска, то я же все равно не верну портал. То есть неужели название сезона «Последняя реальность», оно говорящее? Запутать хотят, запутать. Тим, что скажешь? Знаешь, мне в последнее время настолько проще живется, как камень с души. Еще вот с тобой поделился. Теперь я буду точно серьезнее. Составил резюме для J Company. Отправил с левого аккаунта. Хе-хе-хе. Попробую подобраться поближе. Все-таки попробую. Тим в целом в своем репертуаре, но зато он понял, что автоматоны действительно, как и люди, могут делиться на плохих и добрых. Во всяком случае, если речь про поступки. Добрые и злые. Так, тут получается точно никого. Клео. О, привет. Работаешь? Что? Шляпа Саймона Соуса? О, привет. Ты как, в норме? Да, вообще, вот сейчас просто замечательно, честно. А вот мне что-то подсказывает, что нет. Но раз ты все-таки так говоришь, я тебе верю. Кстати, смотри. Решила сделать косплей на Саймона. Хочу сделать ролик на его день рождения. Он сказал, что у него через месяц днюха, и... Знаешь, вообще крутой мужик. Такой интересный, несмотря на свои годы. Рада, что у тебя все в порядке, Ло. Правда. Спасибо, ты такая добрая. Вот серьезно, Клео самая добрая в мире. Вот серьезно, каждый раз, сколько мы с ней общаемся, она всегда думает о других. То есть, вот в первую очередь другие, потом только она. Что ж, дамы и господа, самое главное не то, что говорю я. Самое главное это то, что говорит Лолошка. Потому что это самые правильные вещи. Это буквально самые лорные вещи. Не я озвучиваю персонажа. Лолошка озвучивает сам себя. Ну, я про мысли. Имею в виду мысли, не голос. И вот эти слова «я знаю, где искать маску» в своем сознании, это самые сладкие слова, которые я мог озвучить. Как говорится, следующая серия... Я, опять же, делаю ставку, ну, на 80%, что она будет финальной. Я делаю ставку. Как говорится, делайте свои ставки. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и осознанный Лолошка. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.